Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас очень интересный выпуск. Долго мы ждали, когда же наконец закончатся эти оба проекта. Это, можно сказать, квинтэссенция наших проектов, тюнинг-проектов. То, что мы делали с Ford Raptor. И вот здесь, в этих проектах, мы собрали, наверное, все, что можно было. Оба разных проекта, оба отличаются. Но каждый из них воплотил очень-очень много. Практически все, что мы знали, могли. Очень много мы узнали нового с этими проектами и сделали здесь. И я думаю, что вам это понравится. Естественно, мы будем рассказывать отдельно про эту машину, отдельно про эту машину. Но вступление мы сделали общим, потому что, во-первых, и поставить их рядом, показать вам эту красоту вместе. Максимум аксессуаров, которые существуют для этих машин, мы практически сюда использовали. Очень много по кузову, по освещению, подвеска, защита, очень много по интерьеру. В общем, мы старались как могли, клиенты работали с нами. В общем, сейчас мы вам хотим представить, что из этого получилось. Давайте начнем. Здесь, в этой машине, мы воплотили, наверное, максимум различных карбоновых аксессуаров, которые клиент хотел. Мы полностью обработали карбоном вот эту вот вентиляционную решетку на капоте. Мы сделали венты карбоновые на крыльях. Мы поставили карбоновые ручки на дверях. Это все карбон, это не аквапринт. Это все снималось, отправлялось и полностью покрыто настоящим карбоном. Мы сделали карбоновый лючок. Да, на этом все, и очень-очень-очень много карбона по салону. Давайте теперь по графике поговорим. Графика тоже очень интересная, очень необычная, ее еще такую мы не делали, и очень классно она вписалась в этот интерьер. Вся графика у нас тоже под карбон, наклейки на капоте под карбон, видите, здесь Raptor тоже в цвет кузова, оформление передних ламп тоже все в карбоне, тоже Raptor, Ford Performance. Все классно сделано. Под карбон выполнены передние и задние буквы, причем окантовка она со светоотражательными элементами, то есть в темноте эта надпись Ford будет светиться. Дверные стойки тоже под карбон. Вы видите тоже с такими следом от когтей Раптора. Очень классно смотрится, вообще просто все в тему легло. Здесь боковые наклейки на крыльях, это тоже карбон, под карбон. И с такими же красными цвет машины отделкой. Здесь вы видите тоже это все Ford под карбон. Это светоотражательные элементы и вот эти красные вставки на букву. Получилось все очень органично, я считаю. Очень классно, очень интересно этот проект. Глушитель. Глушитель мы поставили Boрло, но мы поставили только самые последние элементы. Клиент не хотел менять звук, он не хотел никакого дополнительного агрессивного выхлопа. То есть получилось у нас вот самые последние элементы. И видите, тоже это все карбон. Очень классно смотрится. Поддерживает общий проект, концепцию вообще. Вы видите очень много света.
и противотуманки, и лампа на бампере, и адапт наверху. Этот цвет мы испытали ночью. Мы вам покажем, как он работает. Смотрите, ссылка в описании. Здесь вы увидите качество этого света. Ну а мы продолжим в дневном формате вам это все показывать. Так, передние две фары в противотуманках у нас стоят Radiance, 4-точечный LED. Это WorkSense, так называемый свет, он максимально рассеивающий, практически на 90 градусов у него идет пучок. А крайние фары, они маленькие, и сюда есть возможность поставить либо Баха, либо KC. Мы выбрали Баха с желтенькими стеклышками в тон все автомобиля, и они уже у нас включаются одновременно с фарами вокруг лебедки. Здесь у нас рассеивающий свет, очень яркий, желтый, классный свет, классно светится, особенно когда вы будете ехать в тумане, это вам будет дополнительная помощь. Лампа на бампере, это Rigid Radiance, 40-дюймовая гнутая балка. Тоже вы знаете, что Radiance, он идет с подсветкой. Мы выбрали, естественно, всю подсветку янтарную, которая сочетается у нас с оригинальными ходовыми огнями, с маркерами. И у нас все вот эти противотуманки, Radiance, все в янтарном цвете. И мы настроили саму адапт. Видите, там тоже янтарная подсветка. То есть в темное время суток вы можете смело использовать эту подсветку. Она заведена на, как только вы включаете габариты, подсветка автоматически активируется. И у вас будет очень красиво подсвечен ваш автомобиль в ночное время. Сзади мы, как всегда, поставили внизу под бампером, это Rigid у нас, эти продолговатые фары. Здесь они у нас заведены на габариты тоже, но габариты уже красные, в соответствии тоже с оригинальными огнями. И вы также можете активировать белый свет кнопкой, когда вы хотите. И сюда мы ему еще установили две 10-дюймовых Rigid фары, очень яркие, вы тоже увидите в этом ночном обзоре, как они светят. Обалденно большой дальний пучок света, то есть когда надо вам что-то подсветить сзади, либо там наказать какого-то наглого водителя, это очень сработает. Все лампы мы защищаем крышками, верхний адапт будет полностью закрыт. Здесь мы тоже нашли соответствующие крышки. Здесь защелкнуть. Она, кстати, светит и даже сквозь эту защиту идет свет, причем желтенький свет. Но эта защита вам поможет как бы сохранить вашу лампу подольше от всяких повреждений. Вот. И смотрите, лампа изогнутая, поэтому секции защиты поделены по 10 дюймов каждая. И таким образом мы сможем обыграть эти все изогнутость ее. Если вы смотрели и знаете, что такое компания Rigid, то есть вот это стекло очень крепкое, разбить его достаточно тяжело. Вот. И даже там показывают, как колбасят молотком, она продолжает работать. Ну, вот такой вот защитный экран мы поставили. И смотрится очень красиво, и свои защитные функции выполняет. Такие вот защитные планочки идут на саму адапт-лампу. И сейчас мы их тоже установим. Вот таким образом мы полностью закрыли все стеклянные элементы. Ну, наверху ее труднее повредить, чем внизу, но тоже как бы не помешает. Фары у нас оригинальные остались. Спойлер мы наклеили, дефлектор. Дефлектор мы выбрали именно гладкий такой, в тон нашему карбону. То есть, если мы выбрали матовый такой грубый, он бы не сыграл бы в этом экстерьере. А так он хорошо сочетается. Ну, сюда, как всегда, мы планку под номер установили. Лебедку, крюк красный в соответствии с цветом машины. Лебедка у нас Warn Xenon, 12 тысяч паундов с беспроводным пультом. Это что мы сделали здесь. Под капотом давайте глянем. Так, под капотом, ну, как всегда, мы здесь установили фильтры FI. Плюс ко всему мы еще сюда берем этот скорчер прибор, который позволяет вам снять ограничения по скорости, поменять настройки работы турбины. Это тоже мы все даем. В общей сложности клиент получает на выходе дополнительно под 100 лошадиных сил в сочетании с
со всеми установками, которые мы здесь сделали. По свету, вы видите, очень много работы прошло. У нас не хватило 6 кнопок, которые нам дает производитель. Мы поставили еще дополнительный свич, мы его вам покажем. И сделали клиенту дополнительных еще 8 кнопок. Из них свободных осталось, по-моему, 6. Плюс ко всему, вы видите, мы поменяли терминалы здесь, чтобы подключить все дополнительное электрооборудование. Плюс ко всему, первое, что мы сделали, мы поменяли генератор. Мы поставили мощный 370 ампер генератор, который теперь смело потянет эту всю нагрузку и работу. Особенно лебедка сильно нагружает. Ну и такие лампы, как адапт. Там идет серьезная нагрузка по электросистеме. Ну, вот это то, что мы сделали под капотом. Вы видите, все достаточно аккуратно, все культурно, все в изоляции и все на своих местах. Так, колеса, диски. Здесь клиент не захотел менять размер, он оставил 17 размер, но выбрал вот эти красивые колеса, которые хорошо сочетаются с цветом кузова. Дело в том, что вчера там наш оператор делал съемки ночные, и немножко они запылились, но, как говорится, уже извините, нам надо срочно отправлять машину. И также мы поставили новую резину, это Goodyear, она All Terrain, но плюс ко всему ее мы сделали шипованную, то есть на зиму она будет работать и выполнять все свои функции зимней резины. Вот. Кроме того, мы поменяли тормоза, полностью мы поставили 6-поршневые тормоза, передние, задние. Новая компания, которая только она выпускает тормозную систему для Раптора, потому что сзади с 2019 года стали ставить электронный стояночный тормоз, и производители другие просто еще не сделали комплекта. Тот же Brembo, который мы ставили, сюда еще не сделал на задние тормоза свои апгрейднутые комплекты. Поэтому вот только единственную компанию, кого мы нашли, кто выпускает тормоза для Ford Raptor. Все сделано качественно, классные большие вентилируемые диски, большие сами суппорта, повторюсь, 6-поршневые, и смотрится очень интересно. По низу мы, естественно, установили защиту полностью всю, защиту амортизаторов, защиту АБС, отсекатель масла в турбину. Это мы тоже делали сейчас на каждом Рапторе, потому что очень много мы сейчас сталкиваемся с тем, что владельцы БУ машин жалуются на проблемы уже с запаздыванием, с турбоямой. Вот эти вещи все помогают избежать именно отсекатель масла, то есть вы собираете масло на выхлопе в определенную канистру, и с каждой заменой масла там есть краник, вы его откручиваете и сливаете масло с этой канистры. Тем самым вы храните вашу турбину от попадания испарения масла в нее. Защита противотуманок, антикоррозийное покрытие под днищу. Про глушитель мы сказали. Подножки, на подножке мы устанавливаем, как всегда, вот эту вот алюминиевую накладку Raptor. Она как бы тоже преображает машину немножко. Защита порогов, это тоже как всегда. Багажники. Вообще тоже был вопрос, какой кунг поставить на эту машину. Но здесь мы оставили такой больше. Мы сделали больше таким экспедиционным, хотя оба они в плане экспедиционные. Но вот этот кунг, очень популярный, который сейчас стал RSI Smart Cap, он дает машине именно вот такой вот харизму такого экспедиционного вида. Плюс ко всему мы, видите, поставили багажники платформы Rhino-Rack на обе, и на крышу, и на сам кунг. Поначалу клиент планировал один багажник, потом решили два. Оба мы задействовали на переднем багажнике. Во-первых, мы установили лампу адапт. Это по-другому ее поставить здесь очень тяжело, либо делать какие-то реки, вот, либо здесь. Здесь она очень органично вписалась, и здесь она будет максимально эффективно работать вот на этой позиции. Этот багажник съемный, очень быстро, на быстросъемах, чик-чик, вы отстегнули, легко сняли. Единственное, что нам сам производитель Rigid не позволяет прерывать переходником вот эту лампу адапт. Мы планировали сделать переходник, то есть разъем. Отсоединил, спокойно снимаешь. Они не разрешают это по правилам установки, поэтому мы повели полным проводом вниз. Вот. Как решит это клиент, если он планирует снимать этот багажник, наверное, ему
придется все-таки ставить этот разъем. Мы не стали это делать. Вот, сюда мы установили большие экспедиционные ящики, очень удобные, очень прочные, пыль и влага непроницаемые, то есть если вам какие-то грузы надо перевезти, чик-чик сложили в ящики, закрепили стрэпами, и оно смело поехало у вас. Второй багажник мы тоже постарались максимально полезно использовать. Сюда мы повесили домкрат, хайджек, это речный домкрат, вот, запасное колесо завели наверх. Ну, дело в том, что у клиента получается 2 комплекта колес по 5 штук. Естественно, эти зимние мы ему повесили под низ. И нам сейчас как-то этих 5 штук надо уложить сюда. Мы, в принципе, можем и 2 туда положить. Вот. Ну, пока мы положили 1, как бы оно красиво смотрится и дает вам определенное представление, для чего нужна эта платформа Rhino-Rack. Вообще, очень удобная вещь. Сюда вы можете закрепить кучу всего. Вот, с этой стороны мы ему повесили так называемые сэндборды. Это доски, если вы забуксовали в снегу, в песке, вы подложили под колеса, спокойно выехали. Это уже такой непременный атрибут, в принципе, на каждую из машин, которые у нас готовятся как экспедиционные, мы применяем этот аксессуар. На каждом из багажников стоят крепления для лестницы. Вам удобно, вы подставляете лестницу, сюда закрепились и спокойно по ней забрались на каждый из багажников. Тоже очень удобно. Здесь мы использовали другого плана антенну, не пуля, она как бы лучше вписывается в это оформление, тоже с маленькими карбоновыми вставками под карбон. И очень красиво смотрится эта антенка. Брызговики, как всегда, вкладыши, варки, как всегда, это все у нас работает. Ну, теперь давайте перейдем к нашему багажнику. Здесь у нас, вы знаете, что Smart Cap отличается тем, что доступ в кунг есть с любой стороны. Вот, допустим, отсюда вы спокойно подошли, забрали, взяли, что вам нужно, ту же канистру. Вот. И здесь есть еще окошки вентиляционные, которые вы можете открыть, и вот так вот у вас будет, если у вас там собака едет в машине, допустим. И все очень классно сделано. Хорошая изоляция, то есть влага, пыли, и сюда ничего не будет попадать 100%. То есть, когда меня спрашивают, какой взять кунг с максимальной изоляцией, я говорю всегда, что это Smart Cap, он максимально изолирован. Ну, естественно, это все вы можете закрыть. Так, здесь то же самое, ручка такая мощная, вот так вот он у нас работает. Задний борт, вы видите, мы полностью тоже поставили дополнительную изоляцию для как бы изолировать больше от пыли, от влаги. Ну что, давайте мы достанем отсюда все, что у нас тут есть, покажем немножко. Это у нас оригинальный генератор, который, ну, естественно, мы отдаем клиенту. Оригинальный генератор у нас, по-моему, что-то около 200 ватт, что ли, выдает. Мы поставили 370. Это оригинальное головное устройство. Это у нас комплект сумок. Очень удобная вещь. Непромокаемые сумки. Каждая из них одна 200 литров, 2 200 литров и одна 350 литров. Вы набили все, что вам необходимо сюда. Какие-то вещи сложили, закинули на корзину, закрепили, все. И у вас большое количество багажа уйдет наверх, освободится место внутри. Это у нас спойлер от ветра, то есть вы ставите его на передний край платформы, и он как бы соединяется с кабиной и позволяет как бы оптимизировать вашу аэродинамику, ну, наверное, избежать каких-то шумов. Но тут немножко он, когда мы ставили эти корзины Rhino-Rack, они как раз поменяли серию и обновили их, и крепление все поменялось. Сам спойлер не обновили пока. Но и дело в том, что уже немножко, конечно, мы с этими проектами запаздываем, клиенты очень ждут, поэтому уже спойлер они доработают сами, я надеюсь. Ну, в общем, мы ему положили это дело. Здесь у нас наш алюминиевый прицеп, как всегда, мы это тоже практически каждый клиент у нас берет. Это у нас набор для лебедки, варновский набор, вот в таком рюкзаке классном. Он в себя включает трос буксировочный, трос для хранения коры дерева,
блок, 2 D-ring кольца и перчатки. Вот, в принципе, все, что вам необходимо для работы с лебедкой. Душ переносной, где-то он на 15 литров. Вот такой вот душ. Он у нас, сейчас мы вам продемонстрируем, как работает. Здесь он у нас легко присоединяется. Это у нас защелкивается сюда быстросъемом. Вот это у нас идет сюда. Так, вот у нас краники открытия. И это уже легко на быстросъеме защелкивается. Все, душ готов. Так, ну, путей крепления его достаточно много. Можно сделать его, закрепить на платформу. Ну, тут надо было немножко поработать с крепежом. Вот сам крепеж. А самый простой, который мы получаем от производителя, это вы его спокойно крепите на место вашего буксировочного шара. И вот таким вот образом его навешиваете. Все. То есть приехали вы на парковку, на стоянку, повесили спокойно, заправили водой, поставили этот душ. И когда вам необходимо что-то помыть, во-первых, здесь есть такая помпа. Вот здесь вы создаете давление в вашей машине, в вашем тенке емкости. И спокойно пользуйтесь. Вы можете пользоваться как душем, вы можете мыть посуду. То есть очень удобная вещь. Места много не занимает. Спокойно взяли ее с собой, залили водичкой заранее и взяли с собой в ваш поход, в вашу вылазку. Всегда где-то по пути вы можете обновить запасы воды. Вообще вариантов души, конечно, очень много. Можно поставить большой 40-литровый, 50-литровый тенк. Мы это тоже вам продемонстрируем в наших других проектах. Ну, этот самый недорогой и, мне кажется, оптимально, который вам удобно будет возить с собой всегда. Давайте покажем сразу, как мы организовали само пространство здесь. Сюда мы закрепили лестницу. Это лестница, которая у нас позволяет забираться на платформы. Сюда мы дополнительно клиенту просил установить 12-вольтовый выход для подключения холодильника, каких-то устройств. И еще здесь же 2 USB разъема. Все это активируется вот этой кнопочкой. И когда вам необходимо, электричество у вас появилось в вашем кузове. Естественно, сохранились заводские подсветка кузова. Вот туда-назад мы установили специальную мола-панель, так называемую. Вы видите, очень красиво. Нам позволило туда закрепить лопату, огнетушитель, одну 10-литровую канистру. И на ту сторону мы еще закрепили топор тоже. И еще немножко у нас даже осталось место для крепления какого-то дополнительного инструмента. Все очень четко. Все надежно закреплено, ничего не гремит, ничего не упадет. И когда необходимо, вы легко можете достать эти вещи, как отсюда, так и с боковых точек. Вы видите сзади в Кунге такое окошко, которое позволяет нам принимать свет с оригинальной лампы, которая стоит на кузове машины. Есть свой свет. Сейчас мы его активируем. Здесь у нас подсветка идет своя от элементов в боках кузова, а у самого Кунга я не вижу внутри подсветку на самом деле. То есть вот они таким образом разумно собирают подсветку от самой машины. Вот. Ну, конечно, при необходимости мы можем добавить света LED в такие Кунги, это не вопрос. Коврик мы, как всегда, постелили. Во-первых, он очень удобен тем, что у деки до покрытия пластиковое, и что-то сюда положить, оно будет летать по машине просто очень жестко. А таким образом вы делаете такую защиту. Вот, что еще? Есть у нас здесь столик. Это тоже часть, как бы это дополнительная опция. И вы можете купить такой столик для вашего Кунга. Сейчас мы его разблокируем. Так, где у нас тут? Вот она, блокировочка. Все, разблокировали. Таким образом отодвинули. Вот у нас открылась крышка, и мы достаем вот такой вот алюминиевый столик. Очень классно сделан. Вот таким вот образом. И у вас уже все, и готов столик на природу. Здесь
прилично сядут 4 человека. Очень легко, а то и больше. Очень удобно. Место совершенно не занимает. Подвешен под потолком. То есть вообще, и он всегда с вами. Очень хорошее решение. Все проклеено, вы видите. Все на резиночках, на своих. Вот так же назад он у вас. И поехал. И здесь мы это дело полностью заблокирован, и вы вообще, как говорится, и не знаете о нем. Очень удобная вещь. Немножко сейчас проблема, вообще большая проблема с поставками. Очень огромное количество товаров не доходит. Приходится ждать, из-за этого проекты немножко затягиваются. Вот у нас сейчас куча проектов, в которых мы используем вот эти кунги, и мы ждем прихода кунгов уже месяц. Обещают, что уже в мае они придут, и мы сможем продолжить наши проекты, потому что на них как бы все тормозится. По лампам тоже постоянно приходится что-то ждать, закупать. Компрессоры орбишные пропали на полгода. Ну и в общем вот так вот это, конечно, накладывает отпечаток на нашу работу, на нашу скорость своего образа. Так, поехали дальше. Декет-система, вы уже все многие знаете, видели, мы очень много использовали в наших проектах. Очень удобная вещь, очень классно позволяет организовать багаж, и то, что осталось над верхом до кунга, вполне хватит для вашего остального багажа, потому что многие ругаются, что она съедает часть пространства, но на самом деле они как раз, вот эти шухлядки расположены между колесными арками, то есть они наоборот как бы полезное пространство используют максимально. Здесь вы видите четко, вы можете 2 ящика мы ему купили, вот таких вот дополнительных, большие. Вот один такого защитного цвета песчаного, другой синего. Оба ящика у нас, вот смотрите, ящики могут точно так же разделяться вот такими вот. Вот так. Есть один. Есть второй. Вот таким образом вы ваш ящик разделили. Есть делители, полностью его поперек можно сделать. Вот здесь у нас стоит пластинка специальная, не пластинка, резинка, которая полностью делает его водонепроницаемым. И сами защелки. Все, ваш ящик готов. Очень удобно. В них вы можете тоже положить много вашей полезной утвари. Один. Второй. Это дополнительные ремни крепления. Мы купили человеку, и он будет их использовать наверху на Райнер. Здесь у нас, ну точно так же, это все делится. Много различных креплений для Райнер. Клиент просил купить ему дополнительно. Вот такими вот вещами мы ему поделим. Это резинки дополнительные для крепления на молы панели. Это все необходимое для вашего домкрата. Вот это на хайджек вешается, а здесь вы за колесо уже поднимаете вашу машину. Это площадка для домкрата, чтобы вы грунт не провалились. Это его тоже площадка наверху. Все, в общем, вы видите, насколько удобно, насколько вы можете тут четко, грамотно организовать, чтобы ничего не бегало по вашему кузову, и у вас еще остается куча места для всего габаритного багажа вашего. Закрываются они еще на ключ. Кроме того, здесь такая у нас линейка в дюймах, в сантиметрах, перевод, здесь отверстие измерять. Кроме того, вы видите, здесь у нас еще мы установили дополнительные риллинги по 2 сторонам для крепления багажа непосредственно на деке. Вот. И в каждом из углов, где у нас остается свободное пространство, еще вот такие вот ниши у нас есть, в которые мы тоже можем сложить всякое полезное и закрепить. То есть таким образом вы максимально разумно организовали весь ваш отсек, кузовной отсек для перевозки вашего багажа разумного. Есть. Есть. Ветровики мы тоже поставили, увидите, такие глянцевые, и которые
in-channel, так называемый, входят вовнутрь. Потому что они опять же сочетаются вот именно своей глянцевостью вот с отделкой всей нашей машины. Так, ну здесь у нас полностью новый интерьер. Все это натуральная кожа, полностью везде, сзади, спереди, с боков. Сохранилась функция вентиляции, естественно, подогрева. Мы установили быстросъем от компрессора. Компрессор у нас мощный, с большим ресивером, с бачком. Это у нас сам непосредственно шланг. Здесь тоже быстросъем. И мы сюда можем подключать как такой цифровой манометр для накачки колес, либо пистолет воздушный. Это все у нас в таком работает. Повторюсь, мы ушли от предыдущих моделей и стали пользоваться компанией Milton. Это известная компания американская на рынке, которая производит различные аксессуары для компрессоров. Так, это у нас набор для фильтра. Здесь смазывающие элементы. Это смазать фильтр периодически нужно и промывать его. Ну а вот это тот самый прибор Скорчер, который позволяет нам перепрограммировать двигатель. Он также читает ошибки, и с его помощью вы тоже повышаете перформанс-свойства вашего двигателя. Ну, вы видите, полностью это напа кожа. Мы здесь все поменяли. Ну, все функции рабочие остались у нас. Вот, все в таком акценте цвета кузова. Вот эта вот бордовая нитка, бордовая прострочка, она очень классно сохраняет тот акцент проекта, который мы придерживаемся. Карбоновые ручки, карбоновые включатели, это открытие окон, это все настоящий карбон, который мы ставили дополнительно. Только вот это вот оригинал остался. Так, карбоновые вставки здесь, это тоже полностью карбон. И такая акцент красный карбон мы сделали вместо хрома по всей машине. Мы вам сейчас это тоже все покажем. Очень интересно все это и органично получилось. То есть вот у нас четко красивый бордовый цвет автомобиля и полностью бордовый акцент внутри автомобиля с карбоном. Ну, получилось просто супер. Ну, единственное, видите, багажники, конечно, у нас закрыли панорамную крышу, но сама крыша полностью работает, все свойства, люки, все открывается, все двигается. То есть это у нас по-прежнему все функционально. Ну вот сейчас мы вам уже показываем сам салон автомобиля. Вы видите, насколько качественно и красиво он выглядит, насколько вообще он изменился. Вы можете вот сейчас покажем, какой он был до этого и каким он стал. То есть все получилось. И смотрите, клиент просил сделать гравировку на подголовниках. Это его имя, фамилия и, наверное, отчество. Я не знаю точно расшифровки, но вот мы это тоже ему сделали. Вышивка, то есть все, как хотел наш клиент, мы это все воплотили. Вариантов отделки, сидений огромное количество, строчек, швов, вышивок. Ну, то есть, в принципе, все, что вы хотите, мы это все сделаем для вас. Что бы я хотел, конечно же, ответить, это руль. Это, ну, просто произведение искусства. Он совершенным образом поменялся. Мне, конечно, больше нравится, когда верх круглый, но клиент хотел именно D-образный и верх, и низ, что мы ему и сделали. Смотрите вообще эргономику этого руля. Совершенно все поменялось. Это реально спортивный руль. Пользуемся мы различными компаниями. Как-то методом селекции мы определили несколько производителей, кто делает различные вещи. Рули, саму отделку. Кто-то может одно, а кто-то не может другое. Например, руль в следующем автомобиле мы переделывали 3 раза. 3 раза клиент хотел различные вещи, мы посылали различным производителям. Но, надеюсь, он получил то, что он хотел. Здесь же клиент заранее понял и видел, что я хочу, что он хочет. Он сказал, и мы уже воплощали
его желания. Но получился вот, ну, я говорю, шедевр, реально. Каждый раз, когда ты садишься в машину, блин, этот руль просто обалденный. Здесь мы тоже сделали Raptor надпись, ну, в общем, все красиво. Поехали дальше. Сюда, как всегда, мы поставили 12-дюймовый дисплей. На русский мы еще не перевели. Мы сейчас это сделаем. Полностью здесь у нас стоит уже Android-система. Вы можете подгружать свои application сюда. Любые там навигации, музыку, все что угодно, YouTube. Все оно работает. Вот. И все заводские функции полностью здесь сохранились. Подогрев, вентиляция сидений, подогрев руля, весь климат-контроль, музыка Bang & Olufsen также поддерживается. То есть все прекрасно работает. У нас очень много таких вещей покупают люди, кто уже купил себе Raptor, либо Ford 150 и заказывают у нас эти экраны. И компания постоянно совершенствуется. Видите, все камеры точно так же работают прекрасно. Заднего вида, сверху 360 градусов. И вы можете тут же переключаться. И фронтальная камера заработала, да? Вот мы перешли на фронтальную. Вот мы перешли на боковые. Это фронт, это 360. Это опять фронт. Это боковые. На заднюю не переключается. Здесь, если мы включаем заднюю, все четко у нас работает задняя камера. Вы видите, кроме наших ауксов, которые мы 6 штук, задействовали все мы их нашими лампами дополнительными, мы еще установили вот такой вот свич. Очень он органично вписался сюда. Это вместо штуки, которая хранит ваши очки, мы поставили вот такой свич дополнительный. Все провода заведены на коммутатор, который у нас установлен под капотом. Сюда мы подключили компрессор. Вот сейчас он у нас работал. Сюда мы подключили включение лебедки. Вот две вещи, которые у нас не хватило, и мы вывели на свич. Сам гудок дополнительный у нас остался здесь. Good. И управление лампой адапт мы вывели вот сюда на подрулевое пространство. Очень удобно и органично оно сюда вписалось. Ну и здесь, вот у нас, кстати, мы не показали, фонарик магнитный от компании тоже Smart Cap. Очень яркий LED фонарь. Но он разрядился. Вот здесь вот у нас зарядочка. Через USB она заряжается. Причем разъем точно такой же, как и в проводе для лебедки, для подсоединения пульта зарядки. И вот таким вот образом здесь мощный магнит. Вы его вешаете в кунге где угодно, и он его светит. Просто сейчас уже его не хватает зарядки, он уже в таком мигающем режиме. И здесь точно так же магнит. Очень удобная вещь, полностью тоже металлический. И вот такой вот фонарик мы приобрели для нашего клиента. Это пульт для лебедки. Сюда мы установили, как всегда, наполовину бардачка сейф. Сейф очень мощный, повторюсь, выломать его практически нереально. И в этот сейф вы можете сложить очень много ваших аксессуаров. Ну и также у вас осталось еще полностью свободным пол вашего подлокотника. Друзья, вот на этом как бы мы закончили и постарались вам показать весь этот проект. Я говорю, в этот проект вложено много денег, много сил, много души и клиента, и нашей. Мы очень старались, чтобы получилось красиво, ярко, эффектно и в то же время сохранила свою надежность и улучшить даже показатели этой машины. Мы, кстати, забыли сказать, мы поменяли еще рессоры, которые
позволили нам нагрузить машину декидом, позволили поставить кунг, багажники, палатку, все что угодно. И в принципе машина сохранила свои заводские показатели по грузоподъемности и держит свой клиренс. Это очень важно. Много мы сделали, я говорю, практически все наши знания и умения мы постарались вложить в эту машину. Затянулся этот проект по ряду причин, но опять же мы очень старались как могли. Вот, поэтому, друзья, пишите ваши комментарии к этому видео, делитесь вашими впечатлениями, вашими мыслями, будет очень интересно послушать. Ставьте ваши лайки, подписывайтесь на нас, нажимайте колокольчик, чтобы с каждого видео вам приходило уведомление. Мы опять же будем вас радовать новыми нашими проектами. Вот, спасибо вам за ваше внимание. Все вопросы по приобретению нового автомобиля БУ с рынка США, Канады, вашего тюнинга дополнительно, все контакты наши в описании к этому видео, соцсети, Viber, WhatsApp, Telegram, как вам удобнее, телефоны, пожалуйста, связывайтесь, мы всегда на связи и дадим вам максимально конкурентные условия поставки. Все, друзья, спасибо за ваше внимание, до свидания.